Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых данных из Smart Sender по Webhook в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые данные из Smart Sender по Webhook в другие системы. Например, в сервис email рассылок Unisender добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender Webhook. На этом этапе необходимо выбрать действие «Получить данные». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Smart Sender в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Smart Sender по Webhook. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Smart Sender. Далее вам необходимо перейти в вашу воронку общения с ботом и в конце общения добавить новое действие. В качестве действия выбираем External Request. Тип запроса выбираем Post. Далее вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Теперь нам необходимо перейти на вкладку Body. Для того, чтобы передавать все доступные переменные, кликаем на иконку в виде облачка. После этого кликаем «Сохранить». Теперь не забываем соединить воронку с новым блоком, а также опубликовать изменения. После публикации нам необходимо сгенерировать тестовые данные, для того, чтобы эти данные отобразились в системе Apex Drive. Для этого нам необходимо будет произвести общение с нашим ботом по воронке, в которую мы добавили действие отправки данных на Webhook. Обратите внимание, у вас заранее должен быть подключен канал, через который будет работать бот. После того, как вы дошли до конца общения по воронке с ботом, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender по Webhook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее нам необходимо перейти в настройки аккаунта. Теперь переходим на вкладку «Интеграция и API». Далее необходимо скопировать ключ доступа к API. Для этого кликаем «Показать его полностью». В этом окне необходимо указать пароль личного кабинета Unisender. Когда ключ доступа к API полностью отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить».
Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы хотите добавлять новые контакты из Smart Sender. Далее вы видите поля Unisender, которые необходимо заполнить для добавления нового контакта. В эти поля вы можете передавать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут передаваться в Unisender в качестве новых контактов при каждом новом лиде из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!